Здравствуйте, господа. Начинаем сегодняшнюю трансляцию, которая называется «Эзотерика по пятницам». Вебинар с Андреем Дуйко, 22 ноября. О, ура, появилась, значит уже я есть. Также хочу вам прямо сейчас сказать, что прямо сегодня, в самую черную пятницу сегодня начинается самая черная скидка. Это Black Friday, минус 40% на все семинары эзотерической школы Кайлас. Воспользуйтесь обязательно и прямо сейчас с большой скидкой купите для себя те семинары, которые вам больше всего подходят. А это целительство, ясновидение, очарование партнера, быстрое замужество, бесконечное количество сангая, а также кала-чакра, тантра-йога, всевозможные садханы, всевозможные магии, магия Тибета, сельская магия, деревенская магия, тибетская магия, магия Индии и магия иудейская и христианская, там каких только нет. Также ступени и так далее. Замечательные курсы, 6 занятий обучения целителей, состоящие из 6 занятий по 2 часа. То есть огромное количество информации, очень интересное, очень необычное. Занимайтесь эзотерикой необычной, занимайтесь эзотерикой, которая состоит из эзотерических практик, объединенных с философией. Делайте свою жизнь прекрасной, получайте эти удивительные знания, становитесь счастливыми людьми. Конечно, я с удовольствием, как всегда, по пятницам отвечаю на ваши вопросы, которые вы задаете. Прямо сейчас я их открываю. Да, вы аж в 12 часов дня начали писать вопросы. Это, конечно, очень удивительно. Итак, в 12 часов дня сегодня Лилия Глущенко спросила: здравствуйте, Андрей Андреевич, скажите, чем отличаются медиум от чернокнижника и почему они относят себя к эзотерике, ведь они работают с мертвыми? Для того, чтобы ответить на такой вопрос, необходим нам общий глоссарий. И я не до конца понимаю ни слово медиум, ни слово чернокнижников и почему они занимаются тем, о чем вы говорите, с мертвыми и так далее. Я не знаю, о чем вы говорите. Вероятнее всего, у вас есть свое понимание, что значит работать с мертвыми. Вообще это все называется, наверное, все на самом деле мертвые и использование мертвых, это все проявляется в виде вот таких сект. Это люди, которые являются отступниками, это люди, которые хватают души, это используется в вуду, используется во всевозможных обрядах, черной магии, какой-то New Age магии, современной и так далее. Я за высшие силы, которые используют методы счастья. То есть я использую методы счастья, в ходе которого одной из основных миссий своих считаю это победа добра над злом. То есть не использование душ людей, которые умерли, не использование обрядов, в ходе которых используются какие-то души и так далее. Что это за слово чернокнижники? Такое слово многократно используется в Библии и подразумевает какие-то книги, которые очень долго хранятся, и в которых есть какие-то тексты и знания, которые могут каким-то образом влиять на других людей. Я с такими книгами, которые описывают это конкретно с того времени, наверное, то есть библейские такие упоминания, я такие книги не находил. Хотя знаю, что в Арабских Эмиратах существует какая-то книга, которая была найдена в свое время, и даже по 1 сантиметру такой страницы стоит очень много денег, и считается, что очень много людей, которые приобретают такую книгу или один лист, позволяет человеку добиться очень высокого положения в обществе, стать очень богатым или знаменитым человеком, обрести здоровье, там, вечный покой, иметь магические силы и так далее. Ну, мы обычные люди, я с таким не особо сталкиваюсь. Ответить на ваш вопрос, к сожалению, не смогу. Я, к сожалению, не могу идентифицировать тех людей, которые называют себя чернокнижниками. И если говорить о медиумах, это тоже могут быть люди, с одной стороны, люди, которые могут тонко чувствовать мир, а с другой стороны, люди, которые просто придумывают, что они чувствуют. Есть очень много людей, которые пытаются таким образом зарабатывать деньги или пытаются таким образом
заниматься мошенничеством. Такое тоже бывает. У нас мир не идеальный, знаете, и этого всегда хватает в большом количестве. Как обычно это происходит, тоже очень понятно. Обычно человек приходит к какому-нибудь другому человеку, и у этого человека есть плохое самочувствие. Этот человек говорит: вот у меня плохое самочувствие, или там меня муж перестал любить, или у меня есть проблемы, связанные с повторяющимися событиями и так далее. Его смотрит другой человек и говорит: да, действительно, у вас эти события есть, и начинается. У вас, скорее всего, есть порча. Это первый тип проклятия, это второй тип, там семейные проклятия. И если я проведу ряд обрядов, то смогу вам помочь. Ряд обрядов будет стоить столько-то, столько-то. Человек соглашается, если есть деньги, не соглашается, если нет денег. Даже после того, когда не соглашается на какую-то большую сумму, бывает ряд манипуляций, когда звонят человеку и говорят: а вы знаете, у вас умрет, все в вашем роду умрут, и вам грозит сумасшедшая опасность. Она может быть связана там с планетарными воздействиями, там, с бесконечными вашими неудачами, это с бесконечной какой-то кровавой порчей, там, нанесенной на могиле, на вас там вплоть до инопланетян, которые только вас хотят выкрасть, поэтому на вас влияют и так далее. У людей это вызывает состояние страха, а когда один человек запугивает другого, это имеет название и называется терроризмом. То есть он этого человека терроризирует, заставляет этого человека поверить, что в его жизни все связано с каким-то действием, которое может за него решить и сделать другой человек, начинает в это верить, занимает деньги. Даже если не занимает, говорит: нет у меня денег, ну я ничего сделать не могу. После этого такой человек, жулик, может ему перезвонить и сказать: да ты знаешь, ты теперь будешь должным, потому что я все равно пожалел вашу семью, такой обряд для вас сделал, и теперь записываю тебе в долг там 1, 2, 3, 4, 5 тысяч долларов, теперь ты будешь выплачивать, и много раз такие люди попадаются на крючок. Есть ряд заболеваний таких, когда человек долго находится в стрессе или впоследствии стресса, какого-нибудь иммунного стресса, психического стресса на фоне бессонницы, просто развивается невроз. И этот невроз может быть неврастенический, когда у человека усталость. Это невроз может быть фобический, когда у человека появляется фобия, и он думает, что его преследуют. И у него могут быть депрессивный невроз, вот такой, когда у человека все вызывает падение настроения. Утром человек просыпается с плохим настроением, вечером ложится. Это может приводить его еще и к навязчивым идеям, к каким-то задачам нереализованным, он ищет подвох и так далее. И это тоже развитие психических заболеваний. Ну и, конечно, самое печальное, что такие люди, у которых есть психическое заболевание или сформированный невроз, они пытаются найти кого-то, кто может объяснить нестандартно, почему это происходит. Этот человек может быть не очень хорошим человеком, заботясь о накоплении денег, объясняет этому человеку что-либо, там, придумывая или сам имея какое-то психическое отклонение, навязывает другому человеку какие-то. Ну и это все драмы, трагедии, они есть, были и будут. От запугивания того, что в человеке бес сидит, которые были, до момента того, что душу дьявол украл, или какое-то проклятие, где участвовали колдуны или участвуют сейчас, до каких-то НЛО и так далее. У меня в жизни была женщина, которая приезжала ко мне навстречу, и после этого мы жили вместе в отеле, и когда она уезжала, то мы пересеклись с ней, она говорит: как тебе не стыдно, ведь я тебя целых 7 дней спасала от НЛО. Я говорю: да ладно, ну конечно, они приезжали на милицейской машине, выходили зеленые, направляли там в комнату, где ты живешь, зеленые лазеры, пытались у тебя украсть твою душу и твое сознание. И я вот эти все дни только и делала, что тебя спасала, а ты мне даже спасибо не сказал. Я говорю: ну вот, огромное спасибо, что ты появилась в моей жизни, потому что если бы не ты, я бы пропал. Потому что самое простое, что можно доказать такому человеку, это согласиться, потому что одна из особенностей таких людей заключается в том, что переубедить их в этом состоянии или раскритиковать их, ну, совершенно бесполезно, потому что они настолько верят вот в такую созданную для себя идею, что как-то подействовать на них нельзя. Вообще хочу вам сказать. Всегда задавайте вопрос, вот в таких случаях, если вас человек очень сильно хвалит и говорит, какая вы хорошая, какая вы умная и так далее, задайте себе вопрос, зачем это этому человеку?
Для чего он это делает? Второе, когда человек там клянется вам в любви, там еще что-то, что он от вас хочет? Когда человек говорит, что с вами что-то случится, у вас что-то произойдет, у вас там есть проклятие и так далее, зачем ему вам это говорить? Какую он ставит задачу, какую цель, почему он вас запугивает? Зачем он это делает? Никогда, я всегда говорю, уповайте на высшие силы. Высшие силы, они создали вас для того, чтобы вы прожили счастливо. Поднимайте так руки и говорите: Господь, я верю в Тебя, я верю, что Ты меня обожаешь. И пусть будет с моей жизнью и у меня в жизни все что угодно. Единственное, что я хочу, быть счастливой. Вот они, вожжи моей жизни, веди меня, а я буду ярко со всей силы наслаждаться тем, что происходит в моей жизни. Если вот так сделать, то очень много в жизни изменяется. Знаете, такое бывает, человек говорит: меня обидели. Скажите себе: хорошо, меня обидели, но вожжи в руках Бога, Богу виднее, пусть Он ставит и разбирается, а мне некогда, я буду там строить бизнес, заниматься семьей, еще что-то делать. Обидели, не обидели, пусть Бог разбирается. Елена Симакова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, можно ароматические палочки без бамбука зажигать у алтаря? Читая мантры, чем в эзотерике отличаются палочки с бамбуком в середине и без бамбука? Палочки без бамбука в середине, они обычно связаны с очищением пространства. А там, где бамбук, они связаны обычно с освещением. В чем различие? Очищение — это убирание негатива. Как формируется негатив? Условно, каждое физическое существо имеет вокруг себя определенный заряд. Этот заряд — это его энергетический потенциал. Вот такой заряд очень часто он, скорее всего, электромагнитный. То есть это какой-то магнитный элемент, который между собой каким-то образом создан. Так человек, у которого плохое настроение, он создает заряд в своем сознании, в клетках заряд этот появляется, там, в митохондриях, и после чего создается определенное сопротивление, и вокруг человека появляется свечение. В тот момент, когда человек очень сильно переживает, части вот этой энергии, которая называется аура, может отделиться от человека и лежать где-либо, имея еще определенное влияние на окружающую среду. Так люди, которые очень сильно переживают, нервничают и так далее, они могут засорять пространство своей энергетикой. Так человек, переживающий, страдающий, вредничающий, имеющий боли внутренние и так далее, этот человек может создавать вокруг себя загрязненное пространство. Также загрязненное пространство является процессом, которому не вредят стены. Очень часто на протяжении дня энергия снизу вверх поднимается в домах, а сверху вниз ночью опускается. Из-за того, что это происходит, люди живут вот в такой одной энергетике, и из-за этого очень часто дома такие большие являются ничем другим, как общим таким вместилищем большого количества неврозов, переживаний и так далее. Так люди, находящиеся в одном месте, могут уехать из своего места, приехать в другое место, и в этом другом месте чувствовать себя лучше. У них улучшается настроение, они становятся другими, возвращаются к себе домой, у них вновь портится настроение. Это связано с тем, что у них нет замкнутого пространства в их помещении, а также из-за того, что накопилось много негативной энергии. Так, в случае, если много негативной энергии, переживания, страдания, переживания и там, депрессии, каких-либо неприятностей у человека, это очень часто проявляется в виде большого количества пыли, которая начинает образовываться толстым слоем и очень часто имеет даже завихрение против часовой стрелки. Так у таких людей очень часто пачкается все. Если очень долго не очищать энергетически, даже могут появляться всевозможные насекомые. То есть это могут быть там пылевые, вши и так далее. Могут появляться там чесотка или какие-либо заболевания вот именно в таких помещениях. Такое часто бывает. Как очищается энергетическое пространство? Первое, нужно всегда помнить, что для того, чтобы что-то почистить, необходимо обязательно сделать контур.
потому что бесполезно наливать в воду просто рядом с собой, если там нет емкости. Именно поэтому любая емкость, она должна быть замкнутая. Мы в эзотерике используем замыкание пространства. Это я все рассказываю на первой ступени эзотерической школы Кайласа. Я объясняю, каким образом можно замкнуть пространство. После этого ментально как бы представляя, там, выжечь пространство, заполнить его. И очень часто говорю, что безосновные палочки — это те, которые помогают произвести огонь. То есть они создают вот эту энергию огни или энергию огня, который может это все сжечь. Я даже советую очень часто использовать безосновные такие ароматические благовония. Ну, мне очень нравится Сайдархан. И после чего, когда все наполнено, можно читать уже мантру, там, мантру освящения. Это мантра Ом Мара Мара Бимана Карамахазавахум, или может быть мантра Ом Катеви Катеруса Грасаманисоха и так далее. И при этом зажигается или возжигается ароматическое благовоние уже с хорошим, приятным запахом. Это может быть суперхит, мне нравится. Там всевозможных палочек им огромное количество. Вот. Голока, шафран. Ароматические благовония Дуйко, вот есть даже такие, которые я выпускаю. Поэтому не так все однозначно. Разные ароматические благовония по-разному могут воздействовать. Так сандал успокаивает, люди становятся спокойными, хотят спать, не хотят ничего делать. Не стоит зажигать на работе, потому что если у вас работники должны работать, и они будут чувствовать сандал или ладан, то им не будет хотеться работать, им будет хотеться покушать, полежать и ничем не заниматься. Но хорошо вот в вечернее время, если у кого-то нервное состояние, стрессовое состояние, переживание или невроз, можно возжигать на ночь вот такие ароматические благовония. Благовония, которые пахнут медом, чем-то сладким, обычно привлекают деньги, розой, молодость и красоту, влюбленность. Если пахнут шафраном или горькими растениями, то это очищает пространство, а также дает защиту человеку, дает ощущение защищенности, отгоняет любое зло. Такие там полынные, шафраны, гвоздичные, там пачульные и так далее. Они больше так связаны с тем, чтобы убирать или отстранять какой-то негатив. Возле алтаря. Странно, что вы знаете, что такое алтарь, не знаете, как очищать пространство. Очень печально, конечно, что вот такое происходит. Василий Хрусталев. Андрей Андреевич, подскажите, что ожидает в ближайшее время Беларусь? У меня здесь. Уехать у нас в ближайшее время не получается. Вы знаете, оставайтесь, Беларусь будет процветать. Конечно, все будет процветать, война закончится. И у Белоруссии будет хорошее и прекрасное будущее. Не торопитесь из Беларуси куда-то уезжать. Все будет хорошо. В Беларуси живет хороший народ. Все будет хорошо. Ната Ужовская. Уважаемый Андрей Андреевич, подскажите, как проверять работу надпочечников? Заранее огромное спасибо. Это 3 анализа. Насколько я помню, это кортизол, дальше этот адреналин, норадреналин и минералокортикостероиды. То есть вы сдаете анализы и проверяете работу надпочечников прямо в любых исследовательских центрах крови, которые есть вот на территории вашего. Какой врач должен исследовать надпочечники? Обычно этим занимается врач-эндокринолог. И вы можете посмотреть заболевания эндокринологические, которые есть. Вот как раз книга лежит, эндокринология Потемкина. Посмотрим сейчас, откроем. Так, заболевания надпочечников. И здесь вот, значит, говорится, хроническая недостаточность коры, это Аддисонова болезнь, гипокортицизм, бронзовая болезнь. Острая недостаточность коры надпочечников, гиперкортицизм, ну, у вас нет, глюкостерома, альдостронизм, синдром Кона, вторичный альдостронизм и так далее. Андростерома, врожденная вирилизирующая гиперплазия коры надпочечников, андрогенный синдром, врожденная дисфункция коры, феохромоцитома. Ну, у вас феохромоцитомы, скорее всего, нет. И, конечно же, этим должен заниматься эндокринолог. И самым правильным является это жалобы. Идете к эндокринологу, говорите, у меня есть огромное желание
проверить работу надпочечников, после чего этим занимаетесь. Можно ли в домашних условиях каким-либо образом проверить кору надпочечников и как это проявляется? Ну, в случае, если вы лечите гипертоническое заболевание и у вас не исчезает, как бы принимаете таблетки и не происходит улучшение здоровья. Вот есть смысл проверять гормоны надпочечников. Там кальций не усваивается, или магний, или калий не усваивается. Если есть исследование крови, и там в крови у вас там анемия, или в крови высокий кальций, или у вас, допустим, там высокие лимфоциты, или может быть там, ну будь что похоже. Если у вас низкий рост, вы не можете, ну, не вырастаете. Если у вас ожирение такое, при котором туловище большое, а руки и ноги худеют, ну и так далее. То есть это все-таки эндокринные сбои. Андрей, здрасте, у вас на сайте есть талисман голова Ямантаки. Да, и второй Ямантаки, сидящий на Гаруде. Чем они отличаются и как с ними работать? Перед человеком находятся ангелы. Это ангелы, светлые силы, целью и задачей которой является служить и помогать человеку, приносить в жизнь человека события хорошие. Но есть еще другие существа, целью которых является, смотрите, ангелы же не могут с мечами летать, они добрые, они должны что-то создавать для человека. Так даже человек, знаете, человек, который пытается что-то создавать, этот человек, он имеет более хороший характер, он теплый, хороший, счастливый. А человек, который пытается защитить другого человека, он должен быть агрессивный, импульсивный, более стойкий, где-то нервный и так далее. Поэтому два типа божеств есть. Одни приносящие, созидающие и дающие, а другие разрушающие, по-другому защищающие. Те, которые в эзотерике считается, что те, которые защищают, находятся по левую руку от человека и впереди него, а те, которые его защищают, по правую руку и сзади. И считается, что гневные божества, которые являются или имеют вид вот Ямантаки, или Гаруды там красные, или какие там Ганеша там горящие, или там Кали, или Дурга, и там какие-либо еще, или там гневные ангелы, там Георгий Победоносец на коне, пронзающий кого-либо. Если человек видит такие символы и представляет такой символ сзади своей спины или сзади себя, причем очень страшную форму приобретают такие символы, то есть сзади человека огромный Кали или огромный Ваджрапани или огромный Гаруда, сидящий там на Кали, или Кали танцующие там с огненными проявлениями в руках каких-либо серпов, там мечей и всего остального. Если человек представляет сзади себя и обожает в этот момент данное существо, то есть обожает, преклоняется, то данное существо через вот такую любовь начинает защищать этого человека. То есть ее задача является защитить такого человека от такого зла. А какое существо вы будете выбирать, и это не имеет никакого значения. Очень смешные комментарии я периодически получаю. Значит, я когда-то рассказывал, и у меня есть видео, я говорю там, запомните, в случае, если на груди представлять шестиконечную звезду, то человек будет, хорошо к нему начнут люди относиться, если пятиконечную, то деньги будут появляться. Мне человек пишет, так что, если я нарисую пятиконечную звезду на бумажке и буду носить в кармане, что у меня деньги появятся? Ну, конечно же нет. Ну, конечно же нет, вы что, забыли, что я занимаюсь эзотерикой? У меня ментальные образы, там астральные, это же эзотерика. Причем тут нарисую? Точно так же, как и любые талисманы. Да носите что хотите. Хотите носите распятие, хотите носите... У нас не это действует на человека, действует знание того, как это работает. То есть человек проявляет свою любовь к какому-либо божеству, божество в этом случае проявляет к этому человеку или дает человеку какие-либо возможности. На самом деле ни божества нету. Никаких проявлений нету, это работа ментальная с событиями, которые происходят и которые мы программируем во внешнем мире. Просто мозг так устроен у нас. И это мы все делаем самостоятельно. Именно поэтому я часто говорю, там, если, допустим, любить Лакшми, то деньги будут. А если там носить Лакшми и смотреть на нее периодически, то ничего не будет. Если, допустим, обожать Кришну и проявлять по отношению к Кришне любовь, знаете, там читать
Кришна Кришна Хари Хари, Рама Рама Хари Хари, то человек становится красивее, к нему относятся хорошо. Почему? Кришна был сильный, он был ребенком, его все любили, у него было много сил, ему везло, он там добился многих успехов, имел влияние, силу, имел колоссальный ум, невероятную красоту. Ну, те же самые компоненты будут у человека, который будет поклоняться Кришне. Но просто читать Кришна Кришна Хари Хари, это хорошо. И восхвалять это тоже хорошо, но надо еще любить. Если любить Иисуса Христа, придя в церковь, глядя на Него или на Его распятие, то тогда в жизни человека появляется и материальное благополучие, и любовь по отношению к человеку, и неприятности уходят. Почему? Ну, Иисус Христос появился, и после этого, если бы Он не появился, то мы бы уже себя друг друга съели. А что Он сделал? Он сказал, у людей столько грехов. Люди такие несчастные, у них столько грехов, они себя съедают, и что бы им ни говорил, ничего не получается. Люди, вместе со собой и своим распятием, я забираю ваши грехи, я прощаю вас, и вам будет теперь легче житься. И вот такие люди, которые посвящают свою жизнь и берут грехи других людей, а грехи это то, что делает человека несчастным, делает человека злым, делает человека больным, это болезни. Это все связано вот с греховностью. И когда такие святые появляются, то они могут вместе со своей, с болью, которая есть, переживанием, они таким образом забирают себе скопом данную боль и, умирая, ее переносят в мир иной, как бы освобождая ресурсы для людей. Таким образом, те люди, которые положили себя на такой алтарь, это люди, которые в жизни пережили страшные боли. И это все делали ради того, чтобы помочь людям. Как это все устроено? 2 человека живет, 1 человек живет. И наше внутреннее состояние так работает, что глядя на другого человека, мы часто раздражаемся. Ребенок, допустим, не хочет учиться, мы говорим, сейчас как дам тебя по голове, блин, этой книжкой, что такое тупой или тупая. Почему мы хотим дать этому ребенку по голове, или там дать по попке, или там еще как-то наказать физически? Я знаю, потому что хотим мы этого знать или нет. Мы хотим, чтобы этот ребенок испытывал боль. То есть мы считаем, что мы испытываем боль чувственную, и он должен почувствовать, что мы испытываем боль. Но как он может почувствовать чувственную, мы можем это сделать только физически. Именно поэтому, когда человек испытывает, когда человек хочет другого человека ударить, то что он хочет? Его боли. А сколько людей хочет нас ударить? Сколько есть людей, которые нас ненавидят? Есть люди, которые просто на нас раздражаются и так далее. То есть я раздражаюсь на человека, а тот, кто меня смотрит, допустим, кто-то ненавидит, мне же пишут гадости. Что он хочет в итоге от меня? Он хочет, чтобы мне было больно. Он хочет, чтобы мне было больно, и я фактически являюсь его должником. То есть я являюсь его должником боли. То есть у меня должна появиться боль, и потом я ее должен ему перенаправить или ему посвятить эту боль. И появляются вот такие священные существа, которые при жизни говорят, мы хотим, чтобы людям было легче, и мы принимаем эту боль, забираем эту боль. Пусть люди живут, и пусть им будет лучше. Помните, у меня есть 1000 видео, я их постоянно публикую. Я там забираю боль, неприятности и так далее. Почему я делаю? Я хочу, чтобы люди были счастливыми. Правда. Вы так не делаете. Скажите, можно ли вообще дарить талисманы? Будут ли они работать или самому себе покупать? Будут, если дарить. Огромное спасибо за ваш труд. У моего есть 6 детей и бизнес. У моего кого? А, у вас. Вы, наверное, моего, это вы о себе говорите, я понял. Как у него со здоровьем? Что? Как я должен это понять? Добрый день, Андрей Андреевич, огромное спасибо за труд. У моего есть 6 детей и бизнес. Как у него со здоровьем? Где мне лучше жить, в доме или в квартире? Спасибо, всех вам благ. В квартире будет лучше. А кто такой моего, так и не понял. Натуры of Paradise. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Стоит ли мне использовать восхитительное 3-дневное целительство для чужих людей или только в своей семье? Конечно, хватит сил, Лиза, смело занимайтесь моим целительством. Вы станете одной из самых лучших целительниц, которые есть в вашем регионе. А вас будут слагать легенды. Смело этим занимайтесь, вы будете в восторге. И правда у вас будет очень хорошо получаться. У меня есть такие уникальные ученики, которые
прошли целительство и сейчас являются, вот массажист есть из Запорожья, там мой товарищ, и он стал настолько знаменитым целителем, к нему сейчас попасть нельзя. То есть люди начали возрождаться, у людей там глазные болезни исчезли, у людей пропадают опухоли и так далее. Он занимается по этой системе. По какой системе? Я последний раз, когда с ним разговаривал, говорю, а чем ты занимаешься? И он говорит, Андрей Андреевич, исключительно, как вы преподали вот этот 3-дневный семинар целительства, на самом деле это 6 занятий, делаю все четко, как вы там рассказали. Ничего не придумываю, делаю все четко, как вы сказали, ничего не нарушаю. И у меня очень хорошо получается. И за счет этого и успешность, и знаменитость, и популярность среди людей и так далее. Занимайтесь моим целительством, вы будете в восторге. Прошу вас, благословите. Так я ж не могу. Я ж не имею права благословлять. Я же не батюшка. Если вы хотите благословения, то идите к батюшке, он вам поможет. Я не благословляю. Посмотрите, я обычный человек. Как я могу кого-либо чему-либо благословлять? Хотите продать что-либо, подходите к вашему помещению, начинаете хвалить. Говорите, и красивый пол, и красивый стул, и красивый там потолок, и красивое еще что-то. Восхищаетесь, благословите. То есть вам, чтобы продать, нужно благословить. Что делает батюшка или что делает кто-то? Он славит то место, которое необходимо продать. То есть вот у меня есть машина, я ее должен продать. Вот смотрите. Купите книгу. Вы говорите, да зачем нам? Нам она не нужна. А теперь смотрите, я ее начинаю благословлять. Я говорю, ой, красивая страница, а книга какая интересная, а так хорошо сделана, и переплет такой тверденький, а сзади гора, и такая красивая гора. И в книге огромное количество, и листы такие толстые, и листы красивые. А сколько же пунктов? И депрессия появляется у человека в том случае, если он говорит неправду себе и тем людям, которые находятся вокруг. А как же много здесь, сотни мантр в этой книге. И, Боже, в ней еще и 400 почти страниц. И в ней так много пунктов. И можно получить ответы на вопросы, как получать от жизни удовольствие, как начать говорить правду, что такое я, что такое, как найти себя внутреннего, как идентифицировать духовность, как мы создаем страдания, как нужно справляться. Эзотерические принципы не парься, ошибки практикующих эзотериков, вся правда о накоплении энергии, почему не стоит себя заполнять белым светом, о мертвых, о молитвах, о том, как ритуальная защита ставится, влияние посторонних сил. И вот этого всего аж 357 пунктов, включающие мантры и заклинания, и там чего только нет. Огромный объем информации. И как расстаться, как сделать так, чтобы отстал сам, и как сделать так, чтобы отдать деньги, и как сделать так, чтобы долги простили. И все только в одной книжке. Уникальная, великолепная, с красивым дядькой лысым, похожим на меня. Это мой брат. На самом деле это я просто много лет назад. Ну, сейчас я лучше. Ну ладно, ты мне тоже нравишься. Вот я ее благословил. И книжечка красивая, такая красивая. Я так бы хотел, чтобы она была моей. Ты моя хорошая, золотая моя книжечка, и странички красивые, и обложечка красивая, и мальчик красивый нарисован. А как много всего здесь. И мантры есть, и Боже, и такие странички хорошие. И это мне нравится, и это нравится. И так ставлю нравится, и с этой стороны нравится, и с этой. Такая хорошая книжечка. Все, я ее многократно благословил. На что? Благословляю тебя на продажу. Кто хочет купить? Напишите сейчас сообщение. Продам не глядя. Андрей Андреевич, иногда нам с мамой страшно выходить на улицу из-за террористов. Скажите, пожалуйста, надо бояться или нет? Виолетта, вы уже мне задавали этот вопрос в прошлый раз. И я вам отвечал, что не бойтесь, вам конкретно ничего совершенно не угрожает. Ни вам, ни вашей маме. Здравствуйте, учитель. У меня каждое утро, если вы ученик школы, ставьте ритуальную защиту, помните ее. А также обязательно произносите слова или слога нашей школы, которые защищают. Говорите: Андрей Дуйко, помоги мне. Андрей Дуйко или школа Кайлас, защити меня. Помните слога нашей школы, которая объединяет учеников, и это называется обретение защиты Пи Рироя Рироя.
только для учеников школы, и для учеников школы слог НАК, только ученикам школы, и слог оберегающий аспис. Поэтому, если вы знаете это, используйте, вы будете всегда целы, никогда не попадете в аварию, никогда у вас не будет там тяжелых каких-то поражений, а если смерть будет близко, то отвернется и максимально это покалечит, а проживете всю свою жизнь полноценно. Пользуйтесь силой нашей эзотерической школы и энергией нашей школы. А если вы не ученики, тогда данная функция вам недоступна до того момента, пока вы не станете учениками школы. Проходите мои первые ступени, а сейчас это еще и со скидкой минус 40%. Как вы чувствуете, что будет в 2025 году? Может, это самовнушение, но есть ощущение какого-то духовного рубежа для всех. Испытания так и сыпятся, так сложно быть добрым. Нет, все в порядке, это периоды такие есть. Люди просто не поняли. Это все связано как раз с вот этим циклом Сатурна или сатурнянским циклом и новым циклом, который сейчас развивается. Мы живем как раз в окончании этих циклов. Когда эти циклы начались? Эти циклы начались, когда появился COVID. Помните, COVID, все начали бурчать, а я все время говорю, никогда не бурчи, потому что Бог не дает испытаний, которые человек не может перенести, мы все равно жизнь эту переживем. И после этого такое божественное испытание было ковидом. И люди начали бурчать, и это плохо, эти плохие, этим плохо. Эти плохие, это плохо, и там прививки, эти сволочи, эти негодяи и так далее. А эти еще что-то, а эти зарабатывают, и очень много людей начало это делать. Негатив рос. И когда человек думал, что же, я помню встречу, и девочка одна говорит, да мы так много потеряли, что же может быть еще хуже? Что может быть? Война может быть. Это еще хуже. Когда баллистические ракеты падают в наших городах, гудит, все стреляет, бабахает. Боже мой, я учился в школе когда-то. Одна женщина, учительница русского языка, Мария Григорьевна Слесаренко, она мне говорит, в наше время, я читал газету, была политинформация, в советское время рос, я, в общем-то, взрослый мужчина, я был и пионером, и комсомольцем, как положено все. И носил пионерский галстук, и не скучаю по этому времени. Мне не нравился ни Советский Союз, ни жизнь в Советском Союзе. Я знаю, что такое был голод, и жили лично, у меня было вечное вранье, потому что везде говорилось о том, что мы живем хорошо, а жили плохо. И голодали, не хватало, ничего не разрешали, выехать было невозможно, столько всего было, знаете, и людей садили, и репрессировали, и убивали, людей ни за что не ставили и так далее. Была сумасшедшая несправедливость, бесконечная ложь, это все было так гадко, и так все нечестно, так лживо, везде все было, знаете, ужасно. Как бы не об этом. И она говорит, я там читаю, вот Палестина, сектор Газа, в секторе Газа война и так далее. И вот Советский Союз там выдвинул ультиматум, требования, чтобы не мучили этих, чтобы сектор Газа там не мучили там, и так далее. Она говорит, да что же это делается? Уже начало 21 века, скоро будет 21 век. И в это время, это было где-то в 84 году, или там, может, в 87-м, наверное, 88-м, где-то в 82-м, 84-м, 84-м, наверное. И она говорит, вот сейчас, в наше время, когда люди уже покорили космос, когда в глубины, в это время только дикари могут войны делать, только дикари. Согласен, только дикари. Поэтому какой рубеж для человечества? Человечество должно знать, что дальше будет хуже. Чего хочет высшие силы от людей? Они хотят, чтобы люди, несмотря ни на что, знали, что нужно оставаться быть добрым.
Нужно находить возможности оставаться человечным. Нужно находить возможности обожать этот мир и тех людей, которые вокруг вас находятся. Вы сверчки и делаете этот мир вокруг себя светлым. Поэтому никакого зла. Начинайте прямо с близких. Обожайте, целуйте маму, папу, своих детей, своих жен, мужей. Людям говорите комплименты, говорите какие-то хорошие слова этому миру. Становитесь теми людьми, хоть чуть-чуть восхищающимися и радующимися тем событиям, которые происходят вокруг нас. Иначе толка не будет. А что будет в 2025 году? Ну, в 2025 году будет то же самое, что в 2024. Будет ли окончание? Для Украины будет окончание. Для некоторых стран будет началом. Почему я не предсказываю события и почему данные события, которые можно было бы предсказать? Да дело в том, что если я начну это делать, то я создам, как говорят, кипиш. Зачем это нужно? Вы, ученики школы, уповайте на то, что руки Божьи ведут вас, школа вам помогает. Читайте Аспис, читайте Пири, Рой, читайте Наг. И ваша жизнь, она будет, не зависит от тех событий, которые происходят вокруг вас. И вот эта божественная энергия, она вас и отведет, и проведет, и даст, и сохранит, и приумножит, и создаст рассвет. Обращайте на это внимание. Мы эзотерики, мы живем в совершенно другой параллельной реальности. И, конечно же, мы не нравимся людям. Почему? Ну, если человек рожден для того, чтобы прострадать, проненавидеть, если он рожден для того, чтобы верить, что ему нужно с утра до ночи работать, чтобы быть богатым человеком, то, ну, что мы ему можем доказать? Да миллион людей периодически там пишет, ну сумасшедшие, вот когда-нибудь выложу, увидите, мне в месяц пишут там 14-15 тысяч комментариев. Потом пишут, почему он на комментарии не отвечает. Как я могу это сделать? Как я могу сделать, ответить на комментарии, если я их получаю в месяц там 14-15 тысяч? Поделите, это каждый день там, ну минимально 1500 комментариев. Ну просто минимально. И ответить невозможно, их прочитать невозможно, да сделать невозможно. Это ж канал, люди же не накрученные, они все настоящие. И, конечно, много людей пишет, какой я там вредный, я какашка, и я там ненавидим тебя, и там хватит там, и там еще что-то. И мне все время хочется задать этому человеку, но это сделать невозможно. Слушай, ну почему ты решил, что я обучаю чему-то плохому? Ведь я обучаю тому, чтобы человек жил, как я, и был таким же счастливым, как я. И там я плохой, почему? Почему я плохой? Так я знаю почему. В этом мире людей обычно, если бы я был мужиком, бородатым, волосатым, таким вот бухим сейчас сидел, и там ворнякал, и говорил там, вот у меня там зуб расшатался, я себя плохо чувствую, матерился бы и говорил там, та лучше всех, чтобы они сдохли, там сейчас как жахну там и так далее. Кто ты такой, кто я такой? И это бы нравилось, потому что бы говорили, вот несчастный, надо ему как-то помочь и так далее. Когда перед вами сидит 50-летний мужик, у которого 5 детей, у которого там 5 машин, там 100 домов, сам за свои деньги все заработал, кучу всего настроил, заводы, пароходы, газеты, ни рубля никогда ни у кого не занял, ни у кого ничего не украл. И из семьи 7-й ребенок вообще начинал с нуля, с 2 рублей, с 1 копейки. И никогда ни у кого ничего не украл, ни у кого не забрал, никого Люди, у них тупик, они говорят, и в церковь никогда не ходил, не вымаливал, не молился, не просил, там бесконечно там за батюшками не бегал и так далее. И живу счастливо получается. Так это нонсенс получается, нонсенс, как такое может быть? А есть, так а есть. Я поэтому и говорю, я за то, чтобы мои ученики обращали внимание, жили как я. Будьте как я. Мой путь, о котором я говорю, он счастливый. Это путь человека, преодолевшего онкологию, плохие отношения, человека, который радуется ежедневно. Что я не стремлюсь, хоть и умею, не стремлюсь к колоссальным деньгам. Я объясню почему. Я считаю, что накопительство, допустим, там 100 шапок, они мне не нужны. Почему? 100 я носить не буду. И если это что, мне надо 100 одеть и 100 носить. Или там 100 курток не буду носить. Мне не надо там... Я делаю все для того, чтобы это было в меру. Почему?
живя в меру, не наедаясь, не переедая, не покупая впрок и так далее. Я живу как-то, знаете, мне так легче, потому что я понимаю, что если каждый будет брать, то будет плохо всем. И считаю, что нужно как-то впрок, чтобы всем досталось. Не знаю, поймете меня или нет. Я ученица, прошла 2 ступени, 3 марафона. Сотрудница написала кляузу на меня, и менеджер вызывает на разговор. Уволят ли меня? Показывает, что нет. Стоит ли искать другую работу? Не стоит. Вообще хочу вам сказать. Человек утром садится и говорит, я хочу в скором времени, чтобы у меня было много денег, я хотела бы это. А при этом попал в какой-то оборот и приходится ему работать с утра до ночи, с утра до ночи, с утра до ночи. И денег нет, и не приходят, потом кляузу написала, и после этого вас выгнали, вы нашли другую работу, начали работать хорошо. И много денег, много возможностей, много всего появилось. Человек говорит, так это было хорошее событие или плохое? Если вы живете по системе, при которой человек наслаждается жизнью и радуется жизнью, проявляет доброту и находится в состоянии доброты, любите, что Бог вас любит, ощущаете это, то после этого все события, которые будут, даже плохие, они все служат тому, чтобы в жизни было только хорошо. Правда, чтобы было только хорошо. Как преодолеть проблемы по работе? Не дают перевестись на лучшую должность. Почти год пробую всевозможные практики, заклинания, мантры, и пока ничего не выходит. Потому что человек, созданный быть работником наемным, не сможет никогда продвинуться. Не сможет. Для того, чтобы продвинуться очень высоко, вы должны знать, вот, допустим, корпорация. Я работал в свое время в корпорации. Я был холост и устроился в корпорацию. Это корпорация, которая занималась агропродукцией, агротоварами. Я приехал и начал работать сначала 3-м замом начальника. Заработная, это мне было где-то в районе, наверное, 33-32 лет. Мне платили заработную плату $4000 в месяц. Это очень прилично было, потому что я работал одним из менеджеров. В мои задачи входили это там построение вертикали власти, глобальное управление вот этими всеми системами. Я конкретно занимался скупкой земли, ну и там всякими такими делами. И я заметил, что для меня было очень важно, чтобы люди я для себя сразу понял, что я хочу. То есть я ставил людям задачи, те задачи, которые требовались у меня, и проверял их своевременное исполнение. То есть люди там делают что-то, я после этого там кого-то на ковер вызываю, говорю, 1, 2, 3, не получилось. Почему не получилось? После этого своему начальнику даю. И несколько месяцев я проработал, и у своего начальника, его Евгений звали, я говорю ему, а у меня вообще, в принципе, когда-то возможно вообще повышение или там улучшение и так далее. И он мне говорит, ты работай, посмотрим. Конечно, у нас есть карьера, у нас есть еще международная корпорация, есть там владельцы, хозяева и так далее. И потом приехали хозяева. Они приехали из другой страны, и так получилось, что руководители высшей власти взяли и пригласили всех на корпоратив. Ну, а я не умел пить на то время и напился. Напился, взял баян какой-то, поиграл на этом баяне, танцевал потом, там упал. Это было ужасно, конечно, я был холост. Наелся, обнимался с этим начальником, сказал, что ты мой братан, знаете, и так далее. И после этого люди эти там, на второй день было суббота-воскресенье, меня пригласили, я смотрю, моего начальника нет, начальника моего еще одного тоже нет, а я приглашен, и я там посидел с этими ребятами, в бильярд поиграли, вечером еще там куда-то поехали, не за все платили и так далее. При этом такие разговоры были ни о чем, там не было ни кляузничества, там ничего. И после этого прошло время, и меня делают начальником этой всей богадельни. То есть меня сделали начальником, для всех было шок. И я тогда подумал и понял, что не за хорошие поступки делают человека руководителем, не за хорошие поступки, а за то, что человек знает, кто руководитель, и становится этому руководителю ближе.
То есть, когда есть корпорация, то в этой корпорации есть тот руководитель и тот, кто управляет, и человек какой-то, для того, чтобы продвигаться, он должен каждого перед ним стоящего сделать своим другом, а в итоге переступить через него и сделать другом еще кого-то. И почему вас там не поднимают и так далее? Ну, потому что вы должны знать, кто в итоге ваш руководитель через один и быть во главе и показывать, наверное, даже, ну, это мне не нравилось, поэтому я ушел с этой работы и так далее. Почему я это все вам рассказал? Жизнь людей в корпорациях устроена по принципу эксплуатации и любви. То есть эксплуатируй нещадно тех людей, которые находятся под тобой, и обожай и говори все хорошее, насколько это возможно, людей, которые над тобой. И тогда все будет у тебя продвигаться. Это ужасно все. Поэтому эти корпорации, вы на кого-то работаете, к чему-то стремитесь, ждете, что там повышение. С чего это вас повышать? Вас взяли на зарплату, выполняете свою миссию, свою работу. Зачем вас повышать? Ну объясните, в чем смысл? Вообще, для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым, человек должен создавать свои виды бизнеса, открывать свой маленький магазинчик, продавать свои продукты питания или создавать что-то там, какое-то производство. Если это презирается, ненавидится в вашей стране, топчется, то искать возможность покинуть такую страну, где можно это делать, где можно каким-то образом зарабатывать. При этом, знаете, очень часто люди открывают бизнес, пробуют там, и потом смотришь, как они это продают, и плакать хочется. Открыли завод, взяли миллионы, начали продавать. Я говорю, дайте YouTube канал. Вот наш YouTube канал. Там 4 видео таких, которые ребенок на телефоне сделал. Я говорю, боже, как вы продаете? Так что нам надо, кого нам надо теперь брать? Так никого. Если вы сделали там свою продукцию, то снимите о том, как вы эту продукцию, там, почему она хорошая. Вот как я с этой книжкой. Хорошая книжка, там умных вещей много. Покупайте ее. Вышел и вам это рассказал. Почему она или он не вышли и не рассказали о своей продукции? Сейчас недостаточно быть просто человеком, который захотел что-то сделать. Потому что у всех все есть. Нужно быть еще и человеком, который хочет продавать. А сейчас как продают люди? Только на базарах или только в магазинах? Ну нет, конечно. Все в телефонах, поэтому нужно создавать контент. А кого больше увидят? Тот, кто один раз делает контент, или тот, кто 10 раз делает в день? Ну, конечно, кто 10 раз делает, тот интереснее. А тот, кто эмоцию делает, или просто бурчит за кадром, или молчит и там телефоном машет. Конечно, если молчишь, не создаешь эмоцию, кому это интересно? Конечно, это все уже стало понятным. И тот человек, который сейчас успешен в бизнесе, это человек, который не отпускает телефон. Он делает все удобным для того, чтобы там хорошо и удобно на сайте продавалось. После этого, чтобы этот человек, там, чтобы его дополнительные люди находили, чтобы там у него эмоция создавалась, когда кто-то приходит, нанимает блогеров или сам выступает как блогер, и постоянно создает вокруг себя информацию, пишет какие-то статьи, что-нибудь постоянно там кому-то рассказывает, с кем-то даже встречается. А так открыть просто так и ждать, когда кто-то придет, этого никогда не произойдет. Ну ладно. Светлана Хо. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, мне лучше остаться жить в Украине или уехать за границу? Лучше остаться жить. За границей вас ждет не очень хорошая жизнь. Сейчас, по крайней мере. Спасибо за практики. СНГ шумы мантры работают на 100%. Скажите, могу защитить диссертацию быстро? Какие практики делать для этого? Делаю я дживай. Читайте мантру, которая звучит так. Ом Ахум Ваджрагуру Падмасидхихум. А еще читать Ом Намо Намах Шивая. И первая и вторая мантра поможет вам реализовать. Первая мантра Ом Ахум Ваджрагуру Падмасидхихум сделает вас гораздо умнее. А вторая мантра Ом Намах Шивая сделает вас теплее. И люди начнут к вам хорошо относиться. А в комплексе поможет вам защитить диссертацию. Да не переживайте, защитите вы эту диссертацию. Виктория Полюхович, я не могу устроиться на работу, посоветуйте, как понравится, чтобы взяли на работу. Каждое утро садитесь, представляете, будто у вас много голов и много рук, и произносите мантру. Ом дуале дуале дзунди соха, ом дуале дуале дзунди соха, ом дуале дуале дзунди соха, ом дуале дуале дзунди соха. Засекайте, делайте так 5 минут, делайте 1 месяц,
работа находит вас сама. Здравствуйте, Андрей Андреевич, ученица 7 ступени. Подскажите, чем мне заниматься, чтобы реализоваться, стать успешной и богатой? Чтобы вам реализоваться, стать успешной и богатой, вам необходимо начать с кем-то разговаривать. Ищите такую работу, где вы будете много-много разговаривать с другими людьми. Чем бы вы ни занимались, ориентируйтесь именно на это. Чем больше у вас будет друзей, чем больше они будут вас слушать, что бы вы ни говорили, у вас будут всегда находиться деньги. Помните, одна из задач и идей сегодняшних бизнесменов заключается в том, что популярность делает человека в дальнейшем богатым. Поэтому не продвигайте что-либо, продвигайте свою популярность, становитесь популярными, танцуйте, пойте, вытаращивайтесь, говорите что-то, выходите ежедневно, придумывайте что-то, снимайте красиво, некрасиво, но ежедневно становитесь популярными. 1000 видео сделал этот популярный блогер, который сейчас в Гуччи снимается и там говорит: "О, на меня светит солнышко, такой приятный день" и так далее. И он до этого на протяжении 5 или 6 лет снимал каждый день там по 10 видео. Ни одно из этих видео популярными не было. И в Инстаграме у него там 10 тысяч видео. Но рано или поздно любая задача будет реализована. И сейчас он набирает огромную популярность, его копируют, его популяризируют, он уже популярный. Есть популярность, будет богатство. Поэтому сейчас, в наше время, если я раньше говорил, что эмоция порождает спрос, то сейчас говорю, этого недостаточно. Эмоция порождает спрос, но нужно еще стремиться к тому, чтобы быть естественно популярным. Популярность порождает сейчас финансы. Поэтому не торопитесь, когда ваш ребенок будет говорить: "Я хочу быть блогером". Пусть становится. Пусть становится известным, пусть его видят. Они сейчас это уже все понимают. Доброго вечора, прохожу безкоштовну ступінь, що краще придбати першу чи зразу другу? Першу, нову. Неонила, добрый вечер. Я мама 15-летнего сына, очень волнуюсь за него. В следующем году уезжает на учебу в Польше. Супер все будет, не бойтесь. Доброго дня, Андрій Андрійович. Дякую за все, що робите. Я закохана у ваше відео. Чи залишитися в Києві останнім часом? Мені страшно за себе та дітей. Сховище далековато, на кожну тривогу не поїдеш. Оксана Дзюба. Все останутся живы, ничего не бойтесь и можете не бояться. Ваша семья, она доживет до конца этих ужасов и все останутся живы. Ничего не увидел плохого вообще совершенно. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Один за другим отселись дальние друзья. Все были на концерте, и после моего успеха никто не подождал и не поздравил. Не могу до конца понять, в чем урок и зависть ли это. Да вообще наплюйте на все. Люби себя, наплюй на всех, и в жизни ждет тебя успех. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Зачем вы за кого-то держитесь? Держитесь за маму, держитесь за тех людей, которые вас любят. Держитесь за свою жену или мужа. Вот за них держитесь. Они хорошие, они родные, они рядом с вами. А там друзья вас не поздравили, да пошли они все в попу. Этих людей можно найти миллион, знаете. Миллион есть людей, которые хотят дружить, миллион, которые не хотят дружить. Найдите этих людей, знаете, выступайте, делайте вот так инстаграм-трансляции какие-то, прямые эфиры. Все люди будут вам клясться в любви, кто-то будет поздравлять незнакомый и восхищаться вами, кто-то знакомый будет бурчать и отворачиваться. Вам-то что? Вам-то что? Вам надо признание? Или вам надо, чтобы близкие вас... Самое лучшее признание — это глаза близких людей. Взяли маму за ручки, посмотрели в глазки, и у нее глазки счастливые. Или вашего ребенка, которого вы в машине везете, погладьте его и скажите: "Я так тебя люблю", и посмотрите в эти глаза. Делайте сами подарки, не ждите, когда вам сделают, потому что иногда, сделав подарок, можно увидеть такие глаза и такое сердце, которое в жизни никогда не увидишь. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Какое имеет значение, если бьется посуда? Если бьется посуда, разряжается психическая энергия. Можно энергетически сжигать, а можно посуду бить. Почему? Бесы и нервы, они накапливаются, а громкие звуки убирают. Поэтому иногда нужно бить в бубен, ходить по квартире или звонить в колокольчик. Эти громкие звуки, когда никого не раздражают, убирают негатив. Поэтому, если посуда бьется, что очень сильный такой громкий звук, и весь негатив уходит. Он убегает, потому что весь негатив, он
связан со страхами. А страх это притаиться, злиться, накапливаться. А когда громкий звук, то уже никто не притаился, никто не накапливается, все разрядилось. Подскажите, пожалуйста, будет ли брак с машиной на расстоянии? Общаюсь, спасибо большое. Нет, не будет брак с машиной. Что означает эзотерически, когда устраиваешься на работу в свой месяц рождения? Ничего, не обозначает ничего. Вообще ничего. Просто так совпало. Вот когда это будет у вас 100-й раз, то есть вот 100 раз на разную работу устраивались и 100 раз в один и тот же день вашего дня рождения, то это может быть, когда мама вас вынашивала, в момент вашего рождения кто-то ей сделал очень дорогой подарок. Это как-то или за день там, до вашего рождения долг отдали, и вы родились. Может быть еще это, потому что 9 месяцев беременности женщины это программирование ее судьбы ребенка. Первый месяц это первый год жизни. Смотрите, человек живет обычно не больше 90 лет. А после того, когда он проходит этот рубеж, то как бы высшие силы на него машут рукой и говорят, живи уже как хочешь, живи уже как Девраха Баба. Он 200 лет прожил. Ну и когда человек живет, то обычно его программа это 90 лет. А сколько месяцев вынашивает ребенка? 9. А что это обозначает? Каждый месяц это 1 год жизни. Каждый месяц это 10 лет жизни. И это программы. Допустим, ребенок родился, и после этого первые 10 лет у мамы неприятности, на нее папа орет, ее там какие-то постоянно кто-то жучит, обижает, ей глупости говорит и так далее. Вот 10 лет ребенка будут его обижать, кто-то на него будет обижаться там, и так далее. То есть 9 месяцев мама программирует 90 лет жизни ребенка. Что нужно сделать? Нужно восхищаться, чтобы ребенок был красивым, молиться Кришне, чтобы был богатым Лакшми, радоваться каждой минуте жизни, наслаждаться медитациями. Тогда ребенок будет спокойный, ему будет все в жизни даваться. Прямо с легкостью по щелчку пальца. Я сегодня разговаривал со своими детьми, и мне ребенок говорит: как-то так интересно спросила и говорит: а что ты нам дашь? Или там, а что ты нам дал? Так вот, это в виде такого смеха было. Я говорю: знаете, я вам в момент вашего появления дал самое лучшее сокровище в жизни. Я для вас выбрал самую лучшую и красивую маму, потому что она для меня сокровище, а вы с ней живете. И она делает меня счастливым, вас счастливыми и так далее. Поэтому для мужчины очень часто очень хорошо найти хорошую женщину. Хорошая женщина – залог счастья. Что есть такого особенного в моей жене, что мне очень нравится? Есть особенность такая в моей жене. Она хорошо ко мне относится. Это особенность, когда хорошо относится к тебе жена. Когда нету, если даже там злиться там, не больше часа, не больше там 20 минут. Если там прав, не прав, может это сгладить, знаете, все. Может не раскачивать лодку, может быть более теплой, может там... Это огромное счастье, жить с человеком, который теплый. И это огромная драгоценность, найти ту женщину, рядом с которой все будут счастливы. Моя дочь не хочет разрывать отношения с мужем, но муж охладел, отношения стали периодически уходить. Стоит ей бороться за них. Депрессия. Лиана Фещ. Пусть этим занимается дочь. Это ее наслаждение и ее жизнь. Есть люди, которые получают наслаждение от таких отношений. Это синдром уже. И до момента, пока это не изживет себя, до момента, пока это максимально не проработается, вот человек должен будет это пережить. А вы тут ни при чем. Это только она и ее муж решают. Не давайте ей совет, бросать и не бросать, уходить или не уходить. Пусть она доживет и допьет эту чашу своей персональной кармы. Не торопитесь. Вот если она начнет радоваться и станет счастливой,
когда одни, вот она сейчас получает удовольствие от того, что она несчастная, что ее там обижают, кто-то жалеет и так далее. А если бы ей заменили сейчас моменты и сказали, что можно получать удовольствие от того, что просто просыпайся, просто живешь, что все будет в жизни хорошо, можно обучаться, можно влюбляться, можно радоваться, можно просто так находить что-то, то это все сразу же бы щелчком пальца изменилось. Так в жизни все устроено. Вот смотрите, человек, допустим, бедный, равняется богатый. В чем отличие? Бедный, нужно утром встать, на работу идти, денег вечно не хватает, он бурчит, нервничает, психует. Он за все заботится, ему все вечно не нравится. А богатый, да вообще не работает, утром встал, поел, ни зачем не заботится, вечное счастье, ему все нравится, он живет. Если все убрать, то выглядит так. Бедный, постоянно его что-то терзает, он всем негодует, у него страхи, беспокойство. Богатый, радостный, счастливый, теплый, у него вера, что все будет хорошо. Тогда как к этому прийти? Ну разве это не ответ? Меняйте характер, и в жизни изменится все. Ну что, сегодня у нас акция минус 40% в честь праздника Черная пятница, Black Friday. Я приглашаю вас поучаствовать и приобрести мои книги, приобрести мои семинары, приобрести для себя новый опыт жизненный и изменить свою судьбу. Великолепное, огромное количество практик в этих семинарах, которые вы не найдете нигде. Быстрое замужество, очарование партнеров, которые помогут вам выйти замуж, эзотерическое целительство, особенно третья часть, после которых вы сможете излечить себя, своих близких. Есть ряд сангая, особое внимание хочу, чтобы вы обратили это там 81, 82, 83, 70 сангая, которые связаны с материальным благополучием, 66, 69 с убиранием там зла всевозможное, это циклы кала-чакра тантра-йоги, которые я только закончил, всевозможные садханы, это специальные практики, целые циклы по дыханию кала-чакры, это всевозможные магии, великолепный семинар «Обновленная обрядовая магия», который просто фантастическим получился, с огромным количеством методов. Это методы и передачи болезни, обретения материального благополучия, и там как продать, как купить, там что-то сделать. Начинайте, нет возможности, начинайте с бесплатной ступени, обязательно приобретайте мою книжку, и я с удовольствием ее для вас даже подпишу. Я желаю вам счастья. В это сложное время сложно поверить, что плохо нам или хорошо, на съемной вы квартире или не на съемной. Болеете вы или здоровы, ненавидите или любите, кинули вас или не кинули, вы все равно эту жизнь проживете от самого начала и до самого ее конца. И единственное, что вы можете сделать, это изменить свои чувства по отношению к жизни. По чуть-чуть, по кусочку, медленно наслаждайтесь. При помощи чего? Просто говорите: мне нравится, что я проснулась, мне нравится небо, мне нравятся ножки, мне нравится, что тепло, мне нравится, как я ем. Становитесь по чуть-чуть кайфушами. Кайфуйте по чуть-чуть хотя бы от жизни. Чем больше этого будет в вашей жизни, только честно это делайте. Не делайте это для кого-то, не делайте это так, как вас научили. Найдите это в себе и делайте для себя. Не вскакивайте по утрам из-за телефона, проснитесь и полежите. Насладитесь. Не торопитесь, солнышко может нравиться, ветер может нравиться, снежочек может быть красивым. Ищите в себе вот такую радость. Такая радость, как сказал один знаменитый христианский сподвижник в свое время по имени Серафим. Он сказал в свое время: те, кто негою своею наполняет свою душу, то этому человеку, даже если в лесу есть нечего, Бог сверху подаст. Поэтому с этим я совершенно согласен. А негу — это когда человек нежится от чего? Да от того, что жив. От того, что проснулся, от того, что жив. Человек говорит: у меня болит нога, болит, как же быть? Ну у тебя же левая не болит. Да. Так наоборот, вот смотрите, как люди обычно болеют. Ой, болит правая рука, болит правая. Ой, как у меня болит правая рука. Нет, вы страдаете от того, что правая болит. А вы начнете делать так. А зато левая не болит вообще. Ой, такая хорошая, левая не болит. Левая моя не болящая. Так я люблю, моя левая рука не болит, моя хорошая. И у нас в организме есть такая тема, называется компенсаторный механизм.
и декомпенсаторный. И получается митоз, апоптоз. И получается, когда у человека болит, он говорит, ой, как болит, ой, как болит, ой, как болит, то это ощущение такое, как будто тебе нравится, что болит, раз ты так много внимания обращаешь. А что нужно делать? Нужна декомпенсация. А это вообще не болит. Еще здоровая, такая классная. Вау, как мне нравится. Она вообще у меня не болит. Такая хорошая не болит. Чем больше это не болит, тем больше это перестает. А чем больше это болит, тем скорее заболит это. Помните об этом. С вами был Андрей Дойко. Обязательно подпишитесь на мой канал. Обязательно смотрите мои видео. Обязательно покупайте, изучайте мои ступени. Обязательно пишите ваши комментарии. И я обещаю вам помочь изменить вашу жизнь и сделать ее прекрасной. Доказательства. Миллионы учеников по всему миру, которые пишут мне постоянно и шлют приветы и благодарят за ту помощь, которую я им оказываю в этой жизни. Большое и вам спасибо за поддержку и соучастие. До свидания, друзья. Выключай, Жек. А нету, наверное, Жени. Ага, тогда я пойду сам выключу. Так. Выключай, Жека.